Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Я з великою радістю представляю нашого постійного гостя. Це є політолог зі Сполучених Штатів Америки, який вже повернувся з Європи, так, і з Азербайджану в Сполучені Штати Америки, і екс-керівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. Господин Юнус, здравствуйте! Вітаю вас, дорогой Игорь. Дякую за запрошение. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Рад вас видеть в добром здравии. Уже приветствую вас из Америки, как вы правильно отметили. И слава Украине. Героям слава. Господин Юнус, конечно, мы проговорим с вами то, что сейчас происходит в Курской области Российской Федерации, как на это реагируют Соединенные Штаты Америки, что происходит в Соединенных Штатах Америки, ну и, конечно же, Южный Кавказ. Все вспомним, все проговорим. Господин Юнус, в первую очередь, конечно же, Курск. Курская операция официально с того момента, как мы с вами последний раз говорили, уже известно, что это операция Вооруженных сил Украины. Это временный контроль этих территорий. Официально обозначено, что Украине территории других стран не нужны. Соблюдаются все конвенции. Но эта война, вы не считаете, господин Юнус, что война это немножко поменялась? Потому что раньше, до этого, война была только на территории Украины. А сейчас она на территории агрессора, страны, которая напала на мою страну. Знаете, эта война вот за эти 2,5 года, она вот так, она спорадически по-разному менялась. И она в той или иной мере влияла на всю большую политику в мире. И в той или иной мере все страны, которые задействованы были, они на это реагировали. И здесь можно вспомнить, конечно, и начальный этап войны, несостоявшийся так называемый Блицкриг, и то, как вы сумели выстоять в самом начале войны. Здесь надо вспоминать и ваш успех на Херсонском направлении, ваш успех на Харьковском направлении. Вот. И вот на фоне того, что произошла некоторая стагнация, так сказать, фронта, да, то есть шли только бои местного значения, локального значения, то есть, так сказать, фронт стабилизировался. И вот на этом фоне вот такой резкий успех украинских вооруженных сил, и уже, как вы правильно отметили, это происходит уже совершенно на международно признанной территории России. И не так, в смысле, как это до этого происходило, то есть атаками дронов там или какими-то вылазками ваших определенных военных формирований, но и полномасштабная, такая сказать, операция, в которой задействовано, по некоторым данным, около 10 тысяч регулярных вооруженных сил Украины. И на сегодняшний день, как будто бы говорят, территория, 1000 квадратных метров, которые контролируют сегодня украинские вооруженные силы. Уже идут разговоры о том, что будет создаваться военные комендатуры. В общем, все то, через что вам приходилось самим проходить. И, конечно, здесь несколько аспектов, которые важно отметить. Это помимо идеологического, информационного, так сказать, чисто психологического момента, который влияет и на украинское общество, и на российское общество, в зависимости от успехов и неуспехов той или иной стороны. Здесь очень важно отметить и чисто политический момент, и военно-технический момент. Политический с точки зрения того, как это воспринимается сегодня во всем мире. Потому что все начинают уверенно говорить о том, что Украина нашла то противоядие, которое поможет Украине спокойно прийти к столу переговоров, которые рано или поздно должны будут начаться, потому что любая война заканчивается за столом переговоров. Но именно только тогда в этой войне переговоры место, когда какая-то из сторон имеет сильную позицию, то есть с позиции силы, потому что все понимают, что в этой войне ничьей быть не может, и должна быть сильная сторона у одной из сторон. А учитывая, что в данной ситуации, вот до данного контрнаступления Украины, ни Россия, ни Украина от своих заявленных целей и от той высокой планки, которую они заявили, я имею в виду, украинская сторона заявила о том, что президент Зеленский дал указ конкретный на предмет того, чтобы никаких переговоров с агрессором, а российская сторона предлагает начать переговоры только на условиях, новых, так сказать, условиях сложившихся
реалиях. Да? И учитывая, что диаметрально противоположные эти позиции, все понимают, как и Украина, так и Россия, так и все в мире понимают, что невозможность каких-либо вообще переговоров. Поэтому все эти разговоры, которые все эти 2,5 года велись на эту тему, я регулярно, как гость ваших многих каналов, я регулярно говорил, что они не имеют под собой оснований. Они и сегодня пока не имеют, подчеркиваю, пока никакого основания под собой, потому что здесь есть несколько моментов. Первое, пока не завершатся президентские выборы в США, никаких переговоров ждать не стоит. То, что их можно ожидать в следующем году, это можно на эту тему просто говорить или предполагать. Опять же, это будет зависеть от того, насколько успешным будет вот это контрнаступление Украины, потому что здесь уже повестка дня переговоров меняется. Коль здесь уже идет обмен территориями, то есть уже тогда Украина может четко говорить, что количество, ну, например, да, абстрактно скажем, столько-то тысяч квадратных километров оккупировано Россией, значит, такое же количество квадратных километров оккупирует Украина. И тогда это будет предметом переговоров. Естественно, это то, что не хочет Россия, и это то, что хотела бы Украина в этой ситуации, и это могло бы помочь. Поэтому и заявление Украины о том, что ей не нужна чужая территория, а это нужно только для того, чтобы обезопасить, как и приграничную территорию, но мы понимаем подтекст, что это и может быть и, так сказать, той самой козырной картой на возможных переговорах, которые рано или поздно могут начаться по инициативе и сильных стран. И тот же Китай, и те же Соединенные Штаты Америки смогут тогда уже и давить и на российскую сторону в плане того, что других вариантов нету. Потому что на тот вариант, который предлагает Россия, Украина никогда не пойдет. Вот. А тот вариант, который предлагает Украина до нынешних условий, в условиях российского успеха и умения удерживать оккупированные территории, Россия не пойдет. Поэтому нужно менять. И поэтому вот предпринятое Украиной вот это контрнаступление, она четко говорит именно об этом, насколько Украине удастся усилить этот задел, расширить зону того, чтобы подойти сильными позициями, то есть поменять ситуацию на поле боя и в политическом плане на перспективу, мы можем судить только в перспективе, но судя по реакции Белого дома, судя по реакции ключевых союзников в Европе, я имею в виду союзников Украины, мы понимаем, что это все согласовано именно с Белым домом. Заявление Джо Байдена позавчера, я лично слушал его пресс-конференцию перед тем, как он сел на свой вертолет из Белого дома, он сказал журналистам, что с первого дня начала этой операции я внимательно следил за всем этим. 24 часа в сутки мы поддерживали контакт напрямую с военно-политическим руководством Украины. И каждые 5 часов я получал доклад от своих ближайших помощников. Больше, говорит, я на эту тему вам ничего не скажу. Но здесь большего и не надо говорить, потому что это открытым текстом сказано, что лично президент Байден и его команда были в курсе всего того, что делала Украина. Но другое дело, с какого момента это началось, контакт, и откуда возникла эта идея. Я думаю, скорее всего, это возникла идея в умах украинского военно-политического руководства. И после того, когда она была подготовлена, вся эта операция, и с одобрения Вашингтона, я не сомневаюсь, эта операция была реализована, потому что вот тот информационный положительный фон и заявления, которые мы слышим из Запада и из Вашингтона в первую очередь, наглядное тому свидетельство. Ни одного осуждения со стороны ключевых союзников мы не слышали, со стороны «семерки» мы не слышали, а заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, созданной Россией, вы видели, не встретило никакого понимания со стороны, опять же, ключевых союзников Украины. Из чего мы делаем вывод, что данное наступление – это стратегическое решение было. И это стратегическое решение, я не думаю, будет ограничиваться одной Курской областью, потому что одной Курской области для того, чтобы усилить позицию Украины, я думаю, недостаточно. Я буду давать чисто экспертизу, без всяких оценочных моментов, так будет выглядеть более объективно. И здесь не должно быть ни шапкозакидательства, ничего. Здесь надо смотреть на возможности и позицию Украины
и на возможности позицию России. В данном случае меня удивляет, конечно, так же, как и многих специалистов, реакция России на данное контрнаступление. Не объявляют ни войны, не объявляют ни мобилизации, и стараются как-то решить, и даже нестандартными методами. То есть этим занимается координация не Генеральный штаб Министерства обороны, а этим занимаются ФСБ, насколько я знаю, спецслужбы, и туда в координации подключают совершенно не тех людей, которые по рангу должны этим заниматься. И это не сулит никаких перспектив в этой ситуации той же России, как я понимаю. Потому что для того, чтобы выправить как-то эту ситуацию, им наверняка нужно будет выдергивать определенные силы с других направлений. А этого они не хотят делать, как я понимаю. И поэтому мы видим определенный успех Украины. Насколько Украина сможет его усилить и расширить этот плацдарм, мы можем сказать в ближайшее время. За этим просто надо внимательно следить. Но, насколько я понимаю, это было стратегическое решение. Это не такой локальный, как сказать, успех, который Украина просто сделала и сделает шаг назад. Ради этого не стоило бы заводить всю эту бодягу. Поэтому, я так понимаю, это все довольно серьезно. И это в корне меняет картину военных действий, картину и перспективы этой войны. И я так думаю, отношение Соединенных Штатов Америки и нынешней администрации вот такое положительное, позитивное, это говорит о том, что Белый дом в преддверии предвыборной кампании очень рассчитывает на определенный успех, который они смогли бы преподнести своим избирателям здесь, потому что нет никакого успеха на внешней арене. Сегодня 14 августа, подчеркиваю, сегодня день позорного вывода 3 года тому назад с Афганистана. Афганистан сегодня празднует эту дату. Посмотрите, какие кадры по всем известным каналам телевидения и в Соединенных Штатах в том числе. И на этом играет, так сказать, республиканская часть, которая это преподносит как позор Байдена и его команды. И поэтому ближневосточная ситуация, так сказать, не война, не мир. Тем более там Нетаньяху, который не является сторонником нынешней администрации. Поэтому единственное место, которое может быть иметь какой-то успех, это может быть как раз-таки российско-украинское направление. И поэтому я всегда подчеркивал, до конца этого года, до конца президентской кампании мы будем видеть больше позитива со стороны нынешней администрации. И как в поддержке этой же операции, так и военно-технических поставках, необходимых для определенного успеха. Здесь я, конечно, добавил бы еще события на Южном Кавказе, которые также администрация сегодня США очень сильно заинтересована. Но я надеюсь, мы в другой части нашей сегодняшней беседы сможем к этому вернуться. Другое дело, резюмируя все то, что сегодня я хотел сказать про отношения Запада и в первую очередь Соединенных Штатов Америки именно к Курской операции. Я думаю, эта операция, она сегодня в корне поменяет весь характер этой войны и перспективы, потому что в этом заинтересованность Запада, я хочу, чтобы вы понимали бы. Запад понимал, что ситуация тупиковая, и никаких возможных переговоров здесь нету. А тут появляется надежда на то, что появляется возможность сильной позиции той же Украины. Потому что при другой позиции Украина находится у грани, и Украине некуда отступать. И поэтому Украина никогда не пошла на эти переговоры, кто бы на Украину не давил. А в нынешней ситуации, если у Украины появится большой успех, разменная, так сказать, монета в качестве таких же оккупированных территорий, то тогда это уже будет сильная позиция Украины, и после этого Украина эту тему может преподнести своему обществу. Проблема, в первую очередь, здесь в России, а не в Украине, потому что тогда возникает вопрос, мало того, что вы положили на оккупацию определенной территории Украины огромное количество людей, вы не сумели удержать и исконно российские территории по международно признанным законам. То есть и так это бьет по общественному мнению в России. Но мы понимаем, что за все это время этой войны и последние годы
как будто бы Кремлю удавалось, завинчивая гайки, сдерживать эти умонастроения. Но, как вы сами понимаете, при любом завинчивании гаек когда-то резьба может и сорваться. Поэтому очень напряженная сегодня обстановка, я имею в виду и в военно-техническом плане, и очень, что важно, в политическом плане. Поэтому это надо понимать. Здесь будет очень много дезинформации, очень много будет разных взбросов, которые мы будем слышать с разных сторон. Но я бы не доверял сегодня всем этим разговорам и в первую очередь слушал бы только официальных лиц, даже экспертов, которые не владеют данной информацией, по большому счету. Вы видите, как я осторожно комментирую военную часть, потому что я также не владею всей информацией по поводу того, что происходит. Я просто, как человек со стороны, понимая, вот, где это происходит и зачем это делается, я понимаю, что Украина сегодня усиливает свою переговорную позицию на перспективу 2025 года. Подчеркиваю, именно 2025 года, потому что возможна смена власти в Белом доме. И, как вы сами понимаете, политика по отношению к этой войне со стороны Дональда Трампа и его вице-президента, она не скрывается. Но для того, чтобы Украина имела бы рычаги влияния и защищалась бы, у Украины должны быть сильные позиции. Поэтому за эти полгода, я не сомневаюсь, нынешняя администрация и ее союзники в Европе сделают все для того, чтобы у Украины были эти сильные позиции. И именно поэтому я вижу вот этот позитив и ни грамма осуждения со стороны западных союзников. Что касается разрешения на то, что бить или не бить, это опять же спекулятивная тематика, которая никогда никто вам правда не скажет. Коль они это все согласовывают, значит, если надо, и это будет применяться. А если это не нужно, значит, это не будет применяться. Никто вам не будет говорить о том, что мы это согласовываем. Потому что, заметьте, сегодня, когда мы смотрим на всю российскую информационную машину, вы видите, как они регулярно говорят о том, что это Соединенные Штаты Америки, это НАТО, это все с разрешения, да, вот, то есть и они воюют с НАТО, это как будто Украина здесь не присутствует. Поэтому лишний раз они стараются на эту тему ничего не говорить. Ну, это все информационная война. А как там на самом деле это происходит, это все будут спекуляции. Главное, мы видим результат. Результат говорит о том, что Украина продвинулась вглубь российской территории, суверенной российской территории. Украина уже контролирует определенную часть, и Украина как будто бы наращивает это преимущество, несмотря на то, что каждый день мы слышим о том, что Россия говорит, она и захватила в плен, и освободила много что. Правда, никто не знает, потому что туман войны, он всегда был туманом войны. Но, судя по, так сказать, определенной инсайдерской информации, можно делать вывод, что сегодня у России очень сложный период. Я так понимаю, Украина и ее союзники будут наращивать преимущество. Это вот мое видение этой проблемы, вот того, что произошло, без шапкозакидательства, без пропаганды, чисто вот так в черно-белых тонах. Но я бы здесь не занимался бы ура-патриотизмом, понимая возможности России, которые она может сегодня задействовать. Просто странно, почему Россия до конца еще это не задействует. Такое впечатление создает, что как будто бы Россия сама хотела бы, чтобы Украина и захватила бы определенную территорию. Вот я выскажу такую мысль, да. Просто это, конечно, крамольная мысль, но она напрашивается, потому что если Россия позволяет Украине это делать и не делает того, что, в принципе, логично можно было делать, объявлять войну, совершать мобилизацию и количеством хотя бы отстоять эту область, Курскую область, для того, чтобы отбросить украинские войска, то получается, что, может быть, они таким образом хотят достичь каких-то переговоров, потому что они понимают, что если не будет переговоров в долгую, Россия просто эту войну не выдержит. А тот тупик, в котором они находятся, ни Украина, ни Россия не могут делать шаг назад. Может, таким образом Россия и создает такое впечатление. То есть, вот, в принципе, да, вот это тоже напрашивается. Но это, я так понимаю, это стрелять себе в ногу, потому что эту ситуацию можно не проконтролировать.
потому что я не думаю, что Украина остановится только на одной Курской области. Там есть и Белгородская область, там есть и Курская атомная электростанция, которая может стать разменной монетой для Запорожской атомной электростанции. И после этого, естественно, как вы сами понимаете, F-16 уже летают, и Крымский мост, и все остальное, они тоже будут мишенями. Так что я не думаю, что в этой ситуации у России будут много вариантов для того, чтобы прийти нормально к каким-то возможным переговорам. Так что нынешняя эскалация, которую на Западе, заметьте, не называют эскалацией, да? Вот и заметьте, даже ядерная риторика вообще не присутствует, почему-то странно, со стороны России. В конце концов, у них в доктрине национальной безопасности написано, ядерной доктрине написано, что когда будет угроза их территории. И заметьте, Да. какая спокойная реакция со стороны той же России. Очень много вопросов, которые требуют ответа, но во всяком случае, думаю, в ближайшие несколько месяцев мы проживем очень важные моменты этой войны. И я думаю, это все, вот все, что мы видим, напрямую завязано с президентскими выборами США. Я лично это так рассматриваю. Кстати, да, уже можно переходить и к теме Соединенных Штатов Америки, Камалы Харрис, Дональда Трампа. Но еще появилась информация, это, конечно, в СМИ, это политика. Раньше другие СМИ передавали, что власти Украины ведут переговоры, господин Инус, с Белым домом, о якобы разрешении бить по территории Российской Федерации без ограничений. Мы вспоминаем в первую очередь, это, конечно же, ракеты от КМС. И вот сегодня буквально появилась информация в политике, что якобы США готовы передать Украине ракеты до F-16, которые мы уже имеем, дальностью там 360 километров, это AGM-158. Но это не важно, это, имею в виду, не важно проговаривать цифры, потому что это военная тематика. Я к чему веду? Вот заход на территорию Российской Федерации может как-то подтолкнуть Белый дом к решению, что, ну да, вот о чем вы говорили, господин Инус, что ядерная доктрина не сработала сразу, уже вторая неделя пошла вторжение на российскую территорию. Могут ли Белый дом выдохнуть, да, и под конец каденции Байдена вот такой широкий жест сказать, вот можно использовать оружие на весь радиус действия? Вы знаете, я недавно был в нескольких странах, и, включая мой родной Азербайджан, я в Карабахе был на большом международном форуме. И общался там и в Европе, и в Азербайджане с огромным количеством профессиональных экспертов, политиков довольно солидного уровня. Да? И скажу вам честно, ни один из них даже не предполагает начало ядерной катастрофы и Третьей мировой войны. Все очень спокойно реагируют, включая и на ближневосточную тематику, и на возможную конфронтацию между Израилем и Ираном в том числе, и по ядерной тематике в том числе. К чему я это веду? Я это веду к тому, что обычно вот эта ядерная тематика в информационной плоскости появилась с первого дня этой войны, потому что ее туда забросила Россия. Тем самым стращала обычных обывателей на Западе. И на начальном этапе это срабатывало. Но пока это не дошло до определенных месседжей со стороны не только США и их союзников, я имею в виду из Великобритании, из Франции, я имею в виду ядерных держав, но когда в это дело вмешались и Китай, и Индия. И после этого, как вы помните, ядерная риторика тихо-тихо сошла на нет. Даже после захвата Запорожской атомной электростанции. И это лишний раз говорит... А вот такая спокойная реакция на украинское контрнаступление на Курском направлении, которая идет вразрез ядерной доктрине, российской ядерной доктрине, это лишнее тому подтверждение. А тут я вспомнил бы о том, что Белый дом и Кремль очень грамотно использовали так называемый обмен Красикова на так называемых оппозиционеров российских, подчеркиваю, так называемых, потому что, с моей точки зрения, они никакими оппозиционерами не являются, они являются представителями той же системы политической власти, которая все эти годы наблюдается в России. Просто у них всегда была определенная роль, вот сейчас у них такая роль, и для этой роли их обменяли. И именно поэтому сегодня из них делают мыльных пузырей к Украине, к украинской войне. Они не имеют никакого отношения. Более того, они являются
врагами как Украины, так и всех остальных бывших постсоветских стран, на которые Россия смотрит как на зону своих стратегических интересов, потому что они все имперцы. Но я к чему это веду? Я веду к тому, что именно Россия и Вашингтон, и они сумели сделать так, что и Германия подключилась, потому что главный вопрос был в Германии, потому что Красиков сидел в Германии. Именно для этого Россия срочно нашла 5 немцев на территории России, многие об этом не знают, и которые были также арестованы. Просто о них много в средствах массовой информации мы не слышали, не говорили, но именно эти самые 5 граждан Германии и были преподнесены Олафу Шольцу в качестве того, чтобы он это мог продать своему немецкому обществу, когда на него стали наезжать по поводу того, почему он освободил убийцу Красикова. Вот. И это было разыграно, как вы сами понимаете, за кулисами спокойно Кремлем и Белым домом. Коль у Кремля с Белым домом прекрасные контакты в этом вопросе, коль у Кремля с Белым домом довольно нормальные контакты по поводу ближневосточного проблемы, не эскалировать во взаимоотношениях между Израилем и тем же Ираном. Мы это видим. Я припоминаю и апрельские события, когда якобы Иран отвечал Израилю более 300 ракет, которые полетели туда и безрезультатно. И то, что сегодня Иран не эскалирует ситуацию после убийства Исмаила Хании, тоже наглядное тому свидетельство. Я к тому это веду, что по многим вопросам сегодня у Соединенных Штатов Америки и у Кремля есть понимание и есть у них определенные контакты. Более того, Кремль делает несколько реверансов в расчете на то, что, может быть, Дональд Трамп и не победит. Потому что после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру, и демократы дали вперед Камалу Харрис, и, как вы видите, на всех парах раскручивается ее кандидатура. Более того, ей дали сильного вице-президента, ее вице-президент, кандидат вице-президента, на порядок, на голову сильнее непонятно неизвестного молодого парня, которому 40 лет, у которого в большой политике всего 2 года послужной список. Он работает 2 года всего сенатором. Это личный друг сына Дональда Трампа, которого просто Дональд Трамп его туда и там посадил. Поэтому человек, который не имеет ни бэкграунда, ни губернатора, ни бэкграунда работы, дипломатической работы, нигде у него нет никакого опыта. Как вы сами понимаете, это ослабляет позицию Дональда Трампа, если у него была бы кандидатура более мощная, та же Ники Хейли, да? Потому что Ники Хейли это Организация Объединенных Наций, посол, это губернатор, то есть это бэкграунд такой, что следующий вице-президент, а после этого президент. Это все американские президенты вот такие должны были проходить обычно такой путь. Поэтому здесь у Камалы Харрис шансов больше, и это видно и по всей Америке в том числе. И это сейчас очень тихо начинает наблюдаться и в этих неопределившихся штатах. И тут очень важно посмотреть, чем закончатся дебаты, которые назначены вот буквально через пару недель, через 2-3 недели они начнутся. Первые дебаты будут в сентябре, 10 сентября, кажется, между Харрис и Трампом, а потом будут дебаты 1 октября, кажется, между кандидатами-вице-президентами Уолсом и Джей Джей Венсом. И вот после этого будет известно, кто победит. Но судя по тому, что Камала Харрис сегодня набирает обороты, денег у демократов на предвыборную кампанию намного больше, чем у Дональда Трампа. И в Кремле не могут не понимать, что, может быть, карта Дональда Трампа может и не сработать. И поэтому не надо дразнить гусей. Может быть, надо еще оставить двери открытыми с нынешней администрацией. А Камала Харрис, можете не сомневаться, она не будет никаких революций делать и в отношении Украины в том числе, и в отношении Ближнего Востока, и отношении всего мира в том числе. Она будет продолжать политику Джо Байдена, потому что и вся команда точно так же она останется. Просто Байдена поменяли, потому что в нынешней ситуации так уж решила партия. А раз решила партия, значит, Камала Харрис будет выполнять решение партии. Это в Америке это все-таки это системная это работа, это, так сказать, она против системы не пойдет. Ни в Америке ни она не пойдет против системы, ни Ники Хейли, как вы видите, не пошла против системы и не стала резко в оппозицию к тому же Дональду Трампу. Я думаю, ей предложена какая-то должность, если Трамп победит, может быть, госсекретаря или помощника по национальной безопасности. То есть я это к тому веду, что Кремль сегодня оставляет двери открытыми с тем же Вашингтоном и на российско-украинском направлении. То есть вот я здесь с тобой на иранской тематике нахожу язык, я нахожу язык с обменом этими пленными.
делают так, как вы хотите. То есть я поддерживаю твой имидж на президентских выборах. Ты это можешь продать своей аудитории. То есть твой успех, что ты вернул американских граждан. Твой успех о том, что ты не позволил эскалации на Ближнем Востоке. Ты защитил Израиль. Ты отправил туда армаду. Ты отправил туда эсминцы, подводную ядерную лодку. То есть это все лишний раз ты можешь как-то преподнести, да, своей аудитории. А тут еще Курское направление, успех, вот эти все моменты. Ну и тогда давай начинай переговоры, и эти переговоры давай начнем в 2025 году. Можно предположить так? Конечно, можно предположить. Логично, логично. Поэтому, то есть действия России подсказывают это, понимаете? Потому что если бы Россия пошла бы на войну, то есть объявила бы войну, объявила бы мобилизацию и сделала бы все для того, чтобы отбросить Украину с Курского направления буквально в считанные дни, тогда бы можно было бы говорить, нет, ситуация здесь другая. Странная ситуация, и то, что доверили это спецслужбам, а не регулярным войскам, это тоже наводит на определенные размышления. Может быть, еще другой вопрос. Может быть, объявление войны и мобилизации. И мы вспоминаем начало этой войны и реакцию в Дагестане, реакцию в Чечне. Как вы сами понимаете, в национальных образованиях не все так стабильно для той же России, поэтому, может быть, они и не хотели бы эскалировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Это тоже, конечно, имеет место. Но в любом случае, с данным наступлением Украина, ну, как сказать, поменяла повестку дня не только для себя, но и для России в том числе. И Россия как будто пожарным порядком действует. Да, господин, спасибо большое, что вы проговорили и рассказали акценты о отношении Соединенных Штатов Америки к Курской операции. И так как мы и анонсировали в начале нашего разговора, хотел бы поговорить о теме, которая очень близка вам. Наверное, самая близкая – это Южный Кавказ. Что сейчас там происходит? Вот то, что я читал, то, что я пытался понять, это то, что Армения, Азербайджан что-то где-то двигаются, да, в договоренностях своих, но не все учитывается, насколько я понимаю. Ну и, конечно же, анонсированный визит Путина 19 августа в Азербайджан. Да, конечно, на Южном Кавказе тоже происходят очень серьезные события, и нельзя их рассматривать вне контекста того, что происходит на российско-украинском направлении, на Ближнем Востоке, потому что на самом деле происходят большие тектонические события, и во все эти процессы вовлечены, как на Южном Кавказе, так на Ближнем Востоке, так и на российско-украинском направлении, вовлечены все главные игроки на планете. И Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз, и Китай, и Россия в том числе. Поэтому нужно внимательно следить за всеми этими направлениями. И в зависимости от успеха и неуспеха этих главных игроков, мы можем и делать выводы, где это ослабит позиции от той страны, а где это может усилить. И почему данная страна работает в той или иной географии именно таким образом. Если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, то, конечно, они не хотели бы эскалации нигде. Им нужно спокойно довести выборы до победного конца. Я имею в виду нынешнюю администрацию. Вот. Что касается на Южном Кавказе взаимоотношений Азербайджана и Армении. Мы уже много говорили на эту тему. И сегодня ситуация с мирными переговорами, которые проходят уже динамично и довольно давно, и говорят о том, что 80-90% текста согласовано. Тут возникает вопрос, какого текста? Потому что все говорят о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией. Но для мирного договора Азербайджан в самом начале, еще в самом начале, после войны, в 2021 году, озвучил 5 принципов мирного договора. И эти 5 принципов на основании Устава Организации Объединенных Наций. Ну, всем известные принципы, я имею в виду признание суверенитета, территориальной целостности, вот, так сказать, открытие всех коммуникаций, делимитация, демаркация и так далее и тому подобное. Это, то есть, вот, главные принципы, которые базовые. И такое впечатление создает, что приходится снова возвращаться к этим базовым принципам, потому что по многим моментам, которые сегодня являются предметом переговоров, Армения и тех силы, которые стоят за ними, они сегодня как будто бы тормозят этот процесс. Я объясню ситуацию. В чем, какая ситуация? Статус-кво поменялся. Азербайджан освободил Карабах, восстановил суверенитет, территориальную целостность, освободил 7 районов. Азербайджан находится на условной границе с Арменией. У нас нет границы. Нет делимитации, нет демаркации. Вот. И когда разговор шел единственное, что сегодня связывало Армению с Минской группой ОБСЕ,
это вот то, что Армению и Азербайджан с Минской группой ОБСЕ, это то, что один из членов Минской группы ОБСЕ, Россия, еще осталась в процессе в качестве так называемых миротворцев. Но, как вы знаете, с прошлого года российских миротворцев больше нет на территории Азербайджана. То есть они выполнили свою функцию, точнее уже с этого года, если это быть точнее, да, вот, они выполнили свою функцию, их там больше нет. А раз их там больше нету, значит нет и Минской группы ОБСЕ, в которую входила Россия, Франция и Соединенные Штаты Америки. И Азербайджан в качестве одного условия говорит, мы должны совместно выступить и сказать, что Минская группа ОБСЕ должна уйти в историю. Вот, Армения против этого артачится. Это лишний раз говорит о том, что Армения хочет держать на плаву тему Нагорного Карабаха, как они называют, да? Вот, Карабахский регион Азербайджана. Потому что раз Карабах освобожден, тема Карабаха закрыта, зачем нужна Минская группа ОБСЕ? Вот это вопрос, который Азербайджан требует Армении согласовать. Армения пока на этот вопрос ответа не дала. Но более важный вопрос, который Азербайджан требует, это изменение законодательства Армении, изменение Конституции, изменение преамбулы в декларации к этой Конституции, в котором четко было записано 30 лет тому назад, когда Армения после развала Советского Союза обрела свою независимость, там было написано, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Армении. Вы понимаете? И как может Азербайджан подписывать мирный договор с Арменией, ежели завтра Пашинян уйдет, придет кто-то другой, он скажет, это противоречит Конституции. Ну, естественно, мы понимаем, что Пашинян сначала планировал это быстро сделать, потом пришел к выводу, что это нереально. Сегодня он будет менять эту Конституцию вообще всю, и он после этого должен быть еще референдум, и на все это пройдет пару-тройку лет. То есть, как вы сами понимаете, он заявил, что это протянется до 26-го, до 27 года. И тогда Азербайджан говорит о том, что как решать с коммуникациями. Потому что единственное, что сегодня документально между Азербайджаном и Арменией осталось на документах, это вот трехсторонняя договоренность про открытие Зангезурского коридора. Но Армения выступает против этого точно так же. А раз Армения выступает против этого, значит все остальные коммуникации также будут закрыты. Потому что Азербайджан, если вы не открываете Зангезурский коридор, как мы договаривались, то Азербайджан не будет открывать и то, что сегодня хотела бы Армения, и то, что проталкивают союзники Армении в Европе и Соединенных Штатах Америки. Я имею в виду дорогу Казах-Инжеван и дорогу через Джульфу. И посмотрите, что в каком тупике сегодня Армения оказалась. Вот последние заявления, которые произошли, Азербайджан заявил о том, что мы убираем этот пакет с этими коммуникациями, то есть оставляем на то время, когда Армения созреет для этого. То есть, как сказал мой друг, бывший помощник президента Азербайджана Ильдар Намазов, очень грамотно сказал, что мы берем этот ключ от этого всего и кладем себе в карман, а Армения остается в логистическом тупике. Я подчеркиваю, что такое логистический тупик. Дорога Казах-Инжеван и дорога Джульфа, которая на Иран выходит. И, кроме этого, дорога через территорию Ирана с этой стороны Зангезурского коридора по реке Арас. Азербайджан эти все дороги контролирует в этом плане. Да? А Зангезурский коридор Армения не открывает. Армения остается в тупике. Вы сказали о том, что президент России приезжает в Баку. Вот я вам подчеркиваю, до этого в Баку приезжал Сергей Шойгу, бывший министр обороны. Сергей Шойгу зачем приезжал? С ним в компании кто приезжал? Приезжал Игорь Левитин. Это 10 лет был министром транспорта России. Он сегодня помощник президента России по коммуникациям. Он был в Иране. Иран ломался на эту тему. Я имею в виду поток север-юг. Россия, Азербайджан, Иран. Иран не хотел открывать дорогу Астара-Решта с выходом на Индийский океан туда. То есть это тот самый поток. И Иран не хотел, чтобы Армения открывала Зангезурский коридор. И Иран недавно Пашинян, когда был на инаугурации нового президента в Иране, иранский лидер сказал Пашиняну, Зангезурский коридор не в интересах Армении. Зангезурский коридор не в интересах Армении. И Иран открывает с этой стороны коридор, Арасский коридор вместе с Азербайджаном по территории уже Ирана, через Азербайджан, через Иран снова выходит на тот же Нахичевань. В результате Армения что? Армения осталась вне этого проекта. Север-юг открывается. Армения тоже, то есть, отсутствует. Казах-Инжеван, Армения там не присутствует. То есть, эта дорога не открывается.
Кроме этого, Азербайджан имеет договоренность с Китаем и с Евросоюзом, и уже Евросоюз на это выделил 10 миллиардов долларов на этот транскаспийский срединный коридор, который будет идти через Китай, через Центральную Азию, через Каспий, через Азербайджан, а уже дорога Баку-Тбилиси-Карс уже готова, и она будет модернизироваться. Благодаря и Китаю в том числе. Евросоюз в этом вопросе тоже присутствует. И вот делайте вывод, да, с севера, я имею в виду, с востока на запад Китай до Евросоюза через Азербайджан дорога идет. С севера Россия, Азербайджан, Иран дорога идет. То есть через Иран в Нахичевань дорога идет оттуда дальше в Турцию. Армения находится в логистическом этом тупике. У Армении только одна автомобильная дорога через Мегри в Иран. И все. А с другой стороны там находится Грузия, стратегический партнер Азербайджана и Турции. И это все для того, чтобы в течение года, 2 или 3 Армения будет решать проблемы со своим законодательством и куда, в каком состоянии Армения оказывается. И на этом фоне, заметьте, политика Евросоюза и политика Соединенных Штатов Америки. Здесь возникает вопрос, да, чего вы добиваетесь? Вот, с одной стороны, вы хотите ослабить Россию, с другой стороны, вы бросаете Армению в объятия той же России. Заметьте, оборот России, Армении сегодня, я имею в виду за эти 2,5 года агрессии России против Украины, вырос порядка около 8,5 миллиардов. К концу года будет это 17 миллиардов. Вы представляете, какие потоки идут, вот эти обход? Через территорию Армении, не через территорию Грузии, не через территорию Азербайджана. Как реагирует на это Запад? Никак, закрывают глаза на это. То есть таким образом, и при всем при этом, Армения является агрессором, да, как будто бы, да, и по всем международным документам. Агрессором была Япония во Второй мировой войне, агрессором была Германия во Второй мировой войне, агрессором был тот же Ирак. Какие вопросы применялись к агрессорам в вопросе милитаризации? Следили за тем, чтобы им не поставляли бы определенное оружие. Посмотрите, чем занимается сегодня Европа и в Соединенных Штатах Америки определенные круги. Они заявляют о программе мира, и под этой программой мира они милитаризируют эту Армению. К чему это может прийти? А политика Азербайджана какая? Равноудаленная. Вы видите, и Китай с Евросоюзом здесь логистикой занимаются, и Россия с Ираном здесь логистикой занимаются. Вопрос возникает. Почему сегодня Азербайджан в этой ситуации, как должен себя вести? У Азербайджана политика нейтралитета. Азербайджан не позволяет никому использовать свою территорию против соседей. Ни против Ирана, ни против России, ни против Грузии, ни против Турции. Единственное, что у нас война была с Арменией. И все. Поэтому Азербайджан равноудален от всех этих. Мы же, как сами понимаете, с севера у нас сосед Россия, а на юге у нас Иран. Как поступать Азербайджану в этой ситуации? Если бы американский флот, Тихоокеанский или какой-то другой, был бы в Каспийском море и защищал бы Азербайджан, тогда мы могли бы спокойно реагировать и как-то блокировать или говорить, что мы не хотим той дороги или этой дороги. А у нас есть какие-то варианты. Поэтому Азербайджан и ведет себя довольно динамично, как с северным соседом, так и с южным соседом, так и с Китаем. И довольно прекрасные отношения со странами Центральной Азии и стратегическое партнерство с тем же Евросоюзом. Проблема только в одном – Армении. И вот эту Армению, посмотрите, как на Западе сегодня почуют. То она член ОДКБ по сегодняшний день, российская военная база, граница с Турцией, граница с Ираном охраняют они. И сегодня в этой Сюнисской области, посмотрите, кто только не находится. Американцы находятся, французы находятся, Евросоюз там находится, Иран находится, Россия там находится. Вы что там готовите? Из Армении новую Сирию готовите? Против кого? Против Азербайджана? А зачем вам это надо? То есть вот когда это все слышишь, а потом мы слышим разговоры в западных средствах массовой информации антиазербайджанские после вот этой Второй Карабахской войны. Недавно даже, помните, я на вашем канале говорил о том, что был такой российский олигарх армянского происхождения Рубен Варданян, он сейчас сидит в тюрьме, в азербайджанской тюрьме. Помните, дорогой Игорь, мы с вами говорили? Он бывший премьер-министр так называемого Карабаха, да? Вот это тот самый российский олигарх, который отмывал деньги, и тот самый олигарх, который финансировал бойню в Донбассе. И этот олигарх, который сидит сегодня в тюрьме в азербайджанской тюрьме вместе с 22 другими сепаратистами, лидерами этого карабахского образования. Кто их поддерживает сегодня на Западе? Саманта Пауэр.
вот это USAID, и они все из него делают сегодня борца за права человека. Из него, вот так, как из этих российских либеральных оппозиционеров сегодня делают мыльные пузыри, из Юлии Навальной, из Светланы Тихановской, из этих Яшиных, из этих Карамурзы, из этих всех, которые сегодня и до этого и всегда выступали против территориальной целостности и Азербайджана, и Грузии, и Крым, и бутербродом называли. Это все люди, и посмотрите, какое двойное отношение к ним на Западе, в зависимости от той ситуации, которая им нужна. И это может быть и Грузия, это может быть Украина, это может быть Азербайджан. Даже та же Грузия, посмотрите, которая поняла вот такое же двуличие. Вот сегодня, поэтому в Грузии сегодня такие плохие отношения сложились. А Саакашвили по сегодняшний день сидит в тюрьме, который так много для них сделал. Я для чего это вам так все подробно рассказываю? Я хочу, чтобы вы понимали, насколько бывает циничным иногда вот такая политика, которую проводит Запад. Я вот живу на Западе, да, поэтому я понимаю, как они это все делали. Если мы до этого на них смотрели просто с розовыми очками, то сегодня я очень рад, что в моем родном Азербайджане этого нету. Но вот, к сожалению, я очень много видел на начальном этапе у вас. У вас сегодня, вот видите, и у вас розовые очки сегодня тихо-тихо сошли. И вот то, что вы сегодня делаете на Курском направлении или где-то, вы должны в первую очередь руководствоваться с вашими интересами, а не то, что понравится это кому-то там на Западе. А вы это сделаете таким образом, а они уже присоединятся к вашей победе. Потому что если будет поражение, они будут, то есть это ваше поражение. А если будет эта победа, они будут присоединяться к вашей победе. Я хочу, чтобы вы понимали, как эта западная машина лицемерно порой работает в отношении постсоветского пространства, потому что для них очень важно через менеджмент регулировать вот такого типа конфликты. И они не заинтересованы, чтобы эти конфликты вот так быстро кончались бы. Им легче пойти на сделку с тем же Кремлем за вашей спиной, да, за спиной Грузии, за спиной, вот как они за спиной Грузии в 2008 году пошли на эту, так сказать, перезагрузку. То, что они в 2014 году с вами делали, то, что сегодня много чего они собирались сделать, но вы видите, вы уперлись, и теперь вы заставляете признавать ваш успех и на Курском направлении, не осуждать его, а наоборот поддерживать. И чем больше вы будете в этом направлении развиваться, тем больше они вас будут поддерживать. И, поверьте мне, считаются только силой. Как это на Востоке говорят, считаются только силой, но, поверьте, и в жизни тоже считаются только силой. И вот вы сами на себе увидели, да, в самом начале, как к вам относились и как сегодня к вам относятся, пока вы не стали показывать эти зубы. То есть я к тому это говорю, чтобы то, что происходит сегодня на Южном Кавказе во взаимоотношениях между Азербайджаном и Арменией, и политику, которую мы сегодня видим со стороны главных игроков, оно, конечно, вызывает массу вопросов, но Азербайджану некуда торопиться. Азербайджан свое взял, полностью взял. Азербайджан спокойно продолжает все эти логистические свои проекты. Зангезурский коридор, который нужен Азербайджану, Азербайджан его спокойно откроет. Можете не сомневаться. Я вот это говорю публично в эфире. Я сколько раз говорил публично в эфире за последние 4 года. Все то, что касается Карабахского конфликта. Ни разу я еще вам не соврал. Это точно так же. Просто очередь к этому не пришла. Потому что сегодня это не так актуально для нас, потому что мы решаем конкретно все остальные вопросы. Армения все равно находится в логистическом тупике от того, что этот вопрос мы будем решать не сегодня, а мы решим попозже. Армения от этого ничего не выиграет, а мы спокойно выигрываем. Открываем дорогу север-юг, открываем коридор Арасский, тот же Зангезурский, только со стороны Ирана. Кроме этого, мы держим в блокаде Джульфу, то есть коридор через Джульфу, это выход, единственный выход для Армении на Иран. Это находится у нас в Нахичеване, и мы его не позволим открыть. Казах-Индживан для Армении, которые хотят в Европе и в Соединенных Штатах Америки, точно так же будет закрыт, также он не будет работать. Какие есть рычаги влияния на Азербайджан? Только эти дурацкие статьи в средствах массовой информации на Западе, о том, что эти бедные сепаратисты, которые сидят в тюрьме, их там пытают, их там убивают, к ним относятся плохо. Пойдите посмотрите, как они там прекрасно живут, пьют чай и дают прекрасные показания. А скоро будет еще Нюрнбергский процесс на эту тему. Просто мы понимаем, как это работает западная машина, но это все сходит на нет. Просто очень важно вот в этой информационной войне вот все это расшифровывать. Вот вы же сами уже сколько лет проходите через эту информационную войну, и заметьте, как в самом начале этой информационной войны Россия сильна была, потом вы оправились от нокдауна, вы усилили свою информационную войну, и заметьте, как Россия сегодня опять усилила свою информационную войну по всем направлениям. Это очень важная составляющая, и поэтому Армения и ее союзники на Западе, они всегда были очень сильны в информационной
информационной войне, особенно здесь в Соединенных Штатах Америки и во Франции. Но времена уже поменялись, потому что все диктует. Вот услышите меня, дорогие украинцы, все диктует успех на земле. Вот у Азербайджана есть успех на земле. Поэтому этот успех на земле мы медленно, но верно и притворяем и в информационном плане. Я просто вам озвучил все те проблемы, которые вокруг нам хотят создавать. Да? Но мы их, вы видите, грамотно преодолеваем. А Армения остается в тупике. И в ближайшее время, я так думаю, американцы будут пытаться хотя бы создать какую-то бумагу для того, чтобы эту бумагу до конца президентской кампании подписать. Ну, какую-то обычную бумагу, может быть, там будут какие-то общие слова, так сказать, типа протокола о намерениях, то есть основные принципы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, чтобы создать видимость. Но опять же, это проблема в Армении, потому что тот же Пашинян боится на это идти, потому что если это, даже такая бумага будет, это уже окончательно будет говорить о том, что тема Карабаха, она ушла окончательно. Она и так ушла окончательно, просто они еще эту тему в той или иной мере где-то в информационной плоскости хотят полоскать. То в Конгрессе не проходит там, то в каких-то сенатах во Франции или в Европарламенте, или в средствах массовой информации. Но медленно, но верно эта тема уходит, потому что все диктует успех на земле. Так что, дорогие украинцы, понимайте это, и чем больше будет у вас успеха на земле, тем больше у вас будет успеха и на переговорной площадке, и больше успеха у вас будет в информационном пространстве. И это все захотят или не захотят, признают и на Западе все те, которые сегодня вам в лицо улыбаются, делают шаг вперед, а потом делают 2 шага назад, стреляя, не стреляя, разрешаю, не разрешаю, и ищут всякий повод для того, чтобы пойти на сепаратную сделку с Кремлем за вашей спиной. Помните об этом. Господин Юнус, как всегда, большое вам спасибо за этот разговор. Большое спасибо, что вот вы расставляете акценты и не делаете вот шапка закидательства, да, вот Запад, помогите. Вот все должно быть хладнокровно. Спасибо, что помогаете, но мы также отстаиваем не только Украину, ВСУ я имею в виду, да, но и цивилизованный Запад. И то, что вы говорите, что есть у каждого свои интересы, и интересы относительно географии тоже не нужно забывать, вы тоже об этом говорили. Очередной раз спасибо большое за этот разговор, и я очень надеюсь, что наши зрители все тщательно прослушают и поймут немножко больше, нежели до этого разговора, нежели 40-50 минут тому назад. Спасибо большое. Дякую, до побачення. Слава Україні. Нагадаю, з нами був політтехнолог зі Сполучених Штатів Америки Раміс Юнус. Мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться нашою розмовою. А я з вами побачусь в ефірі 24 каналу.